Сегодня проверим автомобиль BMW X3, который приехал из Южной Кореи. Посмотрим состояние автомобиля, проверим лакокрасочное покрытие, какие крашеные были элементы тут и как они были покрашены, тоже посмотрим. Проведем компьютерную диагностику автомобиля. На южнокорейских моделях BMW нельзя просто взять и на бортовом компьютере поменять русский язык или там какой-то другой язык. То есть есть всего два языка, это английский и корейский. Мы поэтому сделаем русификацию. А сейчас я вам покажу общее состояние автомобиля. Пробег на этом автомобиле 38 тысяч километров. Когда я покупал, было 37 тысяч, когда заказывал из Кореи. По кузову есть какие-то мелкие косяки. Ну, например, на решетке вот такие какие-то маленькие царапки есть, вот такие. Вот. И это мне все показывали при покупке автомобиля. На капоте, как таково, каких-то сколов нет. Вот здесь есть такие подкрасы, причем цветом не попали. Я не знаю, может, это красили лаком от ногтей. Но, в общем, есть вот такие. В целом, в принципе, все нормально. Кстати, хочу обратить внимание, здесь летние колеса стоят до сих пор. Я еще не купил зимние колеса. Колеса Run-Flat Pirelli 2021 года. Автомобиль у нас 2018 года. Тормозные диски в очень даже достойном состоянии. Передний колесный диск в идеале. А вот на заднем левом диске есть вот такая вот притертость. Сзади тоже без нареканий. С этой стороны заявлялось, что задние и передние двери, они крашены. Цвет попали, тоном не отличается, но есть у меня кое-какие нарекания. Я их попозже покажу. Я позвал специалиста, который мне проверит сейчас лакокрасочное покрытие автомобиля. Мы посмотрим, какая толщина окраса, ну и вообще в целом, что скажет профессионал по поводу окраса этих элементов. Хром у нас в хорошем состоянии, нигде ничего не облезает. Есть панорамная крыша, тоже без нареканий. Ну и передний и задний диск тоже в хорошем состоянии, без царапин. Покажу подкапотное пространство. Автомобиль привезли мне из Владивостока до Казани, до набережных Челнов на грузовике. И во Владивостоке на этом автомобиле ездили брокеры, ну, либо люди брокеров, которые занимались растаможкой автомобиля и получением СБГТС. Правая щетка, она была порвана. Но хорошо, что лобовое стекло не поцарапали, лобовое стекло без трещин и без сколов. Кстати, у нас есть оригинальный BMW-шный регистратор, и спереди, и сзади не было только флешки. Я флешку вставил. Вот в таком состоянии находится у нас подкапотное пространство. В прошлых видео я показывал потеки охлаждающей жидкости. Мне рекомендовали все это смыть водой и проверить, будет ли у меня какие-то тут следы потеков. Я это водой все смыл, и никаких потеков нет. Есть вероятность того, что когда доливали или заливали сюда охлаждающую жидкость, просто промахнулись и пролили мимо. В таком состоянии находится двигатель. Ничего я тут не мыл, ничего не чистил. Все болты у нас целые, родные. Радиаторы тут находятся в идеальном состоянии. А вот к салону у меня есть определенные нарекания. Я вам показывал передние сиденья. Состояние этих сидений, конечно, было не очень. Я сейчас фотографию вставлю. Я не понимаю, как довели до такого состояния эти сиденья. Я отдал эти сиденья на реставрацию. У меня эти сиденья отреставрировали, покрасили. Здесь были у меня трещинки. Вот эту часть поменяли. Здесь обычно на BMW бывает кожзам, а сюда у меня сделали уже из натуральной кожи. На переднем сиденье вот здесь была дырка. Дырку тоже заделали и покрасили. За все это я отдал 22 тысячи рублей. И машина у меня 3 дня, по-моему, стояла на реставрации. Потом я вам хочу показать, в каком состоянии находится руль. Смотрите, на 37 тысячах, на 38 тысячах есть уже потертости на руле. Я, наверное, это все буду подкрашивать. Это вот здесь есть, если это покажет камера. И есть такие же места вот здесь на АКП. Пассажирское сиденье было чуть-чуть грязное, я это тоже почистил специальной химией, специальную химию купил. Высокочастотный динамик почему-то не сидел на месте. Мне надо было его снять и обратно посадить уже в клипсы. Клипс торчал просто
вот здесь, скажем так, ну, не попали. Я не знаю, почему снимали высокочастотный динамик. В общем, когда его сажали на место, еще в Корее, видимо, не смогли посадить на место. Мне пришлось его вытащить и заново уже вставить на место. Карта двери в хорошем состоянии. Обратите внимание на потолок. Потолок тут белый, здесь есть панорамная крыша, но мы видим уже в каких-то местах есть пятна. Пятна, какие-то грязные полоски. То же самое есть и на передних стойках. Заднее сиденье в хорошем состоянии, я это все протер, ничего тут криминального не было. Здесь есть регулировка спинок заднего ряда. Это не на всех автомобилях, на многих автомобилях это является опцией. Потом по комплектации у нас есть такие вот шторки, не на всех это опять же автомобилях, но здесь есть один минус из комплектации. Здесь у нас одинарное стекло. На многих X3 стекла двойные. Тут одинарные, но шумоизоляция неплохая. Неплохая. Колесные арки, конечно, плохо шумоизолированы. Мы видим здесь одной части, точнее левой части вот этой серебристой планки уже не хватает. Это произошло буквально только что после мойки. На днях я еще обратил внимание, что вот эта часть, она сломана. Видимо, на мойке, когда продували, либо зацепили тряпкой, либо продували, просто вот эту часть потеряли. На мойке, конечно, поискали, и пылесосы все вытащили, не смогли найти. Но придется вот эту планку заказывать. Ну ладно, я бы ее, наверное, все равно заказывал бы. Во-первых, она треснута была. Во-вторых, обратите внимание, вот здесь она взбухла. И то же самое у нас есть вот здесь. Вот на этой планке. Эта планка тоже сбухла. И я так понимаю, это алюминиевое напыление, это не просто краска. Как может вот это все сбухнуть? Вот для меня, конечно, вопрос. Смотрите, с кнопкой какая тут беда творится. Я был в шоке, когда мне сказали, что в Корее иногда автомобили заводят вот так. Берут ключ и ключом нажимают на эту кнопку. И поэтому состояние ключей у них тоже, ну, так себе. Тяжело довести ключи до такого состояния. Это оба ключа в таком состоянии. И это обычный ключ и смарт-ключ. Вот смотрите, есть битые места. По комплектации здесь есть обычный круиз, не адаптивный, к сожалению. Здесь есть проекция на лобовое стекло. Здесь НБТ EVO стоит с сенсорным экраном. Вот такие вот у меня нарекания к салону. То есть это вот то, что вздулись планки, то, что в таком состоянии у нас находится кожа на руле и на переключении КПП. Соответственно, сиденье, конечно, наверное, надо было вот эту часть кожи тоже поменять. Вы можете видеть, это все уже просижено, хоть и покрасили, выглядит намного лучше, чем было до этого. Ну ладно, что сделано, то сделано, как говорится. Кожзам у нас на панели со строчкой, не на всех это тоже есть. Аудиосистема тут у нас Hi-Fi, так как есть высокочастотные динамики. Предупреждение о наезде на пешеход, на впереди идущую машину. Есть у нас предупреждение на зеркалах о том, что автомобиль находится в слепой зоне. Как вы можете видеть, если опять же эта камера покажет, есть тут мелкие царапки. Но это уже, наверное, к 30 тысячам на таком пластике на всех автомобилях видно. Так у нас выглядит багажник. Есть закрытие багажника кнопкой, ну и закрытие автомобиля. Багажник как багажник, это у нас сетка, перегородка. В подполье у нас ничего нет. Камера заднего вида, парктроники по кругу. Естественно, автомобиль может сам парковаться. Кто смотрел прошлые мои видео, я показывал автомобиль из Нидерландов в каком состоянии, с пробегом 200 тысяч километров. Посмотрите это видео. Если мы там обратили внимание, что колеса были в плохом состоянии, но салон был в идеальнейшем состоянии, тут все наоборот. Тут колеса в идеальном состоянии, ну а вот по салону есть вопрос. Хоть пробег, и опять же повторюсь, 38 тысяч всего лишь.
175. Вот это 100%. Это 171. 100%. Ну вот здесь, видите? Видите? Вот здесь, да, осталось пыль нуля. Ну, это, знаете что? Это ее здесь просто это. Вот пыль, да, осталась, конечно. Я имею в виду просто толщину выдержали и шагрень выдержали. Кратеры-то, да, они будут. Вот, видите, даже 200 почти. Все равно шпаклевки нет. Приехал вот BMW Эксперт. Сейчас будем читать машину. Посмотрим у меня, откуда потекла охлаждающая жидкость. Если она потекла. Посмотрим историю автомобиля, историю обслуживания, отзывные компании. Ну и пробег. Родной, не родной. Так, две компании у меня есть, да? Замена высокотемпературного радиатора, системы рециркуляции, запрет на поставку. То есть вплоть до того, что тебе могут не отдать у дилера, пока не поменяют. И программирование плохо. Так, я звонил на днях дилеру. Дилер говорит, мы никакие отзывные компании не проводим. Ну, как минимум, они у тебя есть. То есть в любом случае, если даже не в Казани, а где-то там в Москве или в Европе, они тебе обязаны это сделать бесплатно. В Казани, скорее всего, скажут, машина ввезенная, поэтому гарантия и акции на нее не распространяются. Это ваш последний пробег, который был 14.10.22, 37 тысяч 471. Это реальный пробег. Это реальный пробег, это у дилера. Ну вот 37, 25, 24, 23, 16, 13, 8 и 3000. Ну, в принципе, все идет как положено. 20. 20, да, регламент. 20. А последний раз когда? 37 тысяч меняли? Получается у нас на 37 471. Вот oil сервис, ну весь пол полностью. Масляный фильтр, топливный фильтр, микрофильтр, воздушный фильтр. Это перед покупкой было заменено. Получается, я могу сейчас спокойно ездить и ничего не менять. Да, все это проведено, все это записано. Значит, мы по пробегу разобрались. Пробег у нас родной. Охлаждающая жидкость, скорее всего, перелили, когда заливали. Неисправности нет. Остается тогда русификация. Самый важный вопрос забыл задать. Мы сейчас то, что вмешиваемся, получается, в мультимедиа. Да. Меня официалы-то примут, они не скажут, вы тут вмешивались, и мы вам никакие там отзывные кампании не будем проводить. Здесь мы прямо впишем комплектацию автомобиля, что сейчас русский язык и так далее. Они не поймут, это сделано у официального дилера или не у официального дилера. Это будет все точно так же, как сделано у официального дилера. Говорят, что вот этот двигатель B48 не предназначен для чип-тюнинга. Стоит, не стоит. Знаешь, это как И это самое, что первее, яйцо или курица. То есть можно спорить долго и упорно. Вообще, на самом деле, мотор хороший для чип-тюнинга, он предназначен. Да. То есть там чип-тюнинг, я не говорю, что из него выжить можно очень много. Но даже просто убирая какие-то экологические ограничения по мотору, он становится мощнее и расход уменьшается. Хотя бы это сделать, и будет все прекрасно. А сколько лошадиных сил будет примерно? Ну, у Крутящего? тебя сейчас 190, Да. ну, будет где-то 230. Ресурс? Да я думаю, что с ресурсом там проблем нет. Да? Ресурс, с этим тоже можно долго спорить. После просто того, как закроется клапан ЕГР, в мотор перестанет лететь сажа. Естественно, сажа — это какие-то сгоревшие частицы, которые Плохо не будут влияет. попадать в мотор, и мотор прослужит, наверное, может и дольше.
Ну, это споры еще, знаешь, можно спорить долго и упорно. Один утверждает одно, другой другое, поэтому каждый решает сам для себя. Если будут обновлять, все это у тебя вернется, снесется, конечно. снесется, Конечно, да? То есть каждый раз надо будет выезжать. Обновляется. Обновление вещь такая, что дилер старается тоже не делать просто так обновление, потому что любое программное вмешательство может привести к тому, что какой-то блок ляжет. Все-таки программа есть программа. Но это же официально обновление. Ну и что? То Это есть не они важно. все равно не обновляют прям? Нет, просто так никогда не обновляют. Понял. А мы сейчас будем обновлять? Конечно. Не только мультимедиа, полностью машину, правильно? Нет, частично. По поводу CarPlay и прошивки. Ты сказал, есть два варианта. Простой вариант и сложный вариант. сложный. У меня получается сложный вариант. Да, потому что стоит головное устройство прошлого поколения, и у него есть привязка к региону. Пришлось менять привязку к региону, то есть сносить все системы, что она была когда-то в Корее, что головное устройство принадлежит только Корее. Пришлось это все менять, заказывать коды, все это зашили, все это. То есть эти коды где-то определенно продаются, да? Или Определенно продаются, они продаются, конечно, у дилера, но у дилера код там каждый стоит почти по 30-40 тысяч. У нас, слава богу, есть доступ на ломаные коды, но они работают и прекрасно все получается. Опять же, у меня вопрос возникает по поводу того, что если я к дилеру заеду, У тебя сейчас все в комплектации написано, что машина российская, что туда коды влиты российские. И прямо в комплектации машин, когда они ее считают, там будет написано русский язык, машина в России, языковой пакет русский. И все это дело принадлежит здесь. Все это будет прекрасно программироваться, шиться и работать будет здорово. но у них не возникнет вопрос, почему у тебя тут русский язык, если у тебя тут даже на шильдиках корейский язык. Но у тебя в комплектацию уже вшито, что были изменения. То есть это не просто где-то как-то Ну, это нормально на считается, да? коленке сделано, да. То есть тут добавлены в комплектацию изменения, которые были с этой машиной. На сервере у немцев все будет прописано. Мой вариант, он стоит 22 тысячи, то, что мне сделали. Легкий вариант. Ну, там порядка 7 тысяч. Там просто заливается русский язык и добавляется русская опция. Он сам поднимается, ему не важно, к какой стране он принадлежит, не важно, где он находится, он просто его поднимает изнутри и работает. Где стоит МГУ, многофункциональное головное устройство, оно работает совсем по другому принципу, поэтому с ним иногда бывает проще. Там есть другие позиции, которые с навигацией связаны. Там очень сложно сделать навигацию в России, когда она принадлежала Корее. Но с русским языком там проще намного. Так что вот, все работает, все прекрасно. Все, Марат, все, спасибо большое. Вот такая машина из Южной Кореи. По салону есть еще несколько недочетов, которые нужно будет устранить. По кузову у нас есть два крашенных элемента. В принципе, это было заявлено изначально при осмотре еще автомобиля в Корее. По технической части машины в идеале. Есть две отзывные компании. Я еще раз позвонил официальному дилеру, правда в другой офис. Мне сказали, чтобы я приехал к ним, продиагностировал свой автомобиль. Ну и если есть там действительно отзывные компании, а они, мы знаем, уже есть, то меня поставят в очередь на выполнение работ. На сегодняшний день проблемы с запчастями, запчасти приходят очень долго. Автомобиль русифицировали, CarPlay прошили. В общем, автомобилем я доволен. Кстати, автомобиль мне вышел 2 960 000 рублей. Ну и плюс сегодняшние затраты. Это 22 000 рублей. Русификация автомобиля и плюс 22 000 рублей это у меня реставрация переднего кожаного сиденья. В следующем выпуске полный расклад по заказу автомобиля из Кореи. Все подробно, чтобы вы в следующий раз сами уже могли взять и заказать автомобиль из Кореи. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.